Здравствуйте, друзья! Люди часто придают значение цвету, в своем внешнем облике или домашней обстановке, даже в мелочах. Наверняка каждый, кто застал советское время, помнит, что поезда были зеленого, темно-изумрудного цвета, и при этом в других цветах железнодорожный транспорт представить было абсолютно невозможно. Так давайте сейчас разберемся, почему поезда в СССР красили именно в зеленый цвет. Во времена царской России до 1917 года вагоны поезда имели цвет в соответствии со своим классом комфортабельностью. Вагоны первого класса, которые в современном мире соответствуют люксу, были окрашены в синий цвет, в них передвигались высокопоставленные чиновники и богатые знатные люди. Второй класс был немного попроще и предназначался, как правило, для граждан со средним достатком. Красились такие вагоны в желтый цвет. Для обычных, небогатых людей в подавляющем большинстве, крестьян и рабочих, предназначались зеленые железнодорожные вагоны. С установлением на территории России советской власти все поезда без разбора стали красить зеленый цвет. Произошла так называемая уравниловка. А особо острые на язык люди говорили, что отныне все поезда предназначены исключительно для бедных. Во все времена железная дорога была важным стратегическим объектом. Военные силы уже во время Первой мировой войны использовали авиацию, поэтому было необходимо сделать поезда незаметными с воздуха. Зеленый цвет, особенно за чертой города, среди зелени деревьев, действительно мог сделать передвигающийся поезд менее заметным. Крышу в свое время оставили серой, что позволяло обеспечить составом маскировку с воздуха. Когда вагоны стоят на станции, то матовый серый цвет практически идентичен окрасу серого бетона или асфальта на железнодорожной станции и платформах. Соответственно, ориентиры для самолетов-разведчиков и бомбардировщиков сбиваются, становятся неточными. Ну а когда состав с пассажирскими вагонами в количестве от 10 до 15 единиц идет за пределами станций, то с определенной высоты визуально он становится похож на участок дороги, покрытый асфальтом или бетоном. Эта тенденция прочно закрепилась на долгие годы. Советский Союз много лет находился в состоянии холодной войны с Соединенными Штатами Америки и в любой момент ожидал удара. Поэтому предпринимаемые усилия для маскировки важных объектов были вполне обоснованными. Преобладающими эти цвета остались и в последний период. Чтобы парк поддерживать в отличном состоянии, необходимо было огромное количество краски. И здесь сыграл свою роль экономический фактор. Выбор расцветки пассажирских вагонов был обоснован с практичной стороны. В первую очередь вагоны окрашивались для защиты металла от коррозии и лишь после этого для придания им эстетического внешнего вида. Экспериментальным путем удалось выяснить, что зеленый пигмент наиболее устойчив к солнечным лучам. Кроме того, он отличается вполне бюджетной стоимостью. Эта мера позволяла государству существенно экономить на закупке краски, а также защитить поезда от негативного внешнего воздействия. Довольно часто поезда эксплуатировались в трудных климатических условиях, от регионов Крайнего Севера до южных областей страны, где солнце нещадно палит. Был еще и более дешевый, в то же время прочный вариант краски коричневый или железный сурик. Однако внешний вид окрашенных в коричневый цвет вагонов оставлял желать лучшего. Поэтому было принято решение выбирать эту краску исключительно для грузовых коричнево-красных товарных вагонов, так как в этом случае эстетика мало что значит. Для покрытия пассажирских вагонов она не используется, так как цвет сложно назвать привлекательным. Со временем цветовая палитра была расширена, появились вагоны синего и голубого цветов. Все изменилось, когда в эксплуатацию были введены фирменные составы. На поездах появились рисунки и надписи, а сами вагоны начали окрашивать в разные тона синего и голубого цветов. Сегодня цветовой диапазон железнодорожного транспорта стал еще шире. Обычно это зависит от направлений. И это здорово, что поезда не нужно прятать. Кстати, 15 лет назад российские железные дороги приняли решение о том, что пора что-то менять в имидже поездов. После этого появился фирменный окрас. Красный, синий и серый. Интересный факт. Красная стрела всегда была алого цвета. Но если же вспомнить об упомянутых выше голубых вагонах, то их появление состоялось значительно позже, в середине 60-х годов. Фирменные поезда были созданы для повышения качества обслуживания пассажиров железной дороги. Эти поезда были способны развить более высокую скорость, к тому же совершали немного меньше остановок по пути. Чтобы фирменные поезда выделялись среди огромного количества зеленых вагонов, было принято решение окрашивать их в синий цвет. Современные поезда проходят процесс покраски на специальных заводах, в так называемых камерах для покраски. В этих помещениях вагоны поездов проходят все процедуры, чтобы предстать перед пассажирами в том виде, в котором мы привыкли их видеть. В комплекс работ с вагонами в камерах входят грунтовка, шпатлевка, шлифовка, окраска и лакировка.
все помещения камеры оснащены вентиляционной системой. Вот поэтому и получается, что нынешние поезда уже не имеют зеленый цвет, как раньше при СССР, а во времена самого СССР вагоны красили в зеленый цвет чисто потому, что это было экономически выгодно для всего Советского Союза, потому что парк железнодорожных вагонов был очень большой и приходилось использовать большое количество краски для его покраски. Соответственно, зеленая краска была очень дешевая в своем производстве, и она меньше выгорала на солнце. Поэтому все поезда СССР красили именно в зеленый цвет. Надеюсь, это видео вам пригодилось, понравилось. Если это так, поставьте ему лайк, подпишитесь сразу на канал и напишите ваше мнение в комментарии, что вы думаете по этому поводу.